Всем привет! В этом мастер-классе я расскажу, как сделать кожаный ободок. Кожа стала ультрамодной в 2019 году, и этот тренд никуда не пропадет в 2020. Что нам понадобится? Ножницы, линейка, основа под ободок, иголка с ниткой, мелок, эко-кожа и 2 полоски ткани, которая не осыпается. Выкройка делается аналогичным образом, как описано в мастер-классе про ободок с жемчугом. Как рассчитывается длина выкройки? Длина ободка 37 см по внешней части. Таким образом, длина выкройки будет складываться: 0,5 см оставляем на припуск, 37 см пополам длина ободка, 14 см пополам запас на узел. Если хотите сделать узел более объемным, тогда запас будет 16-20 см. Ширина самой широкой части выкройки 8 см. И ширина самой узкой части выкройки 3 см с учетом припусков. Вот такие 2 выкройки у нас получается. Далее отмеряем середину на одной из выкроек. Откладываем в обе стороны по 7 см, то, что мы закладывали на узел. Далее измеряем длину от самой узкой части выкройки до нашей отметки. У меня это 19 см. И выкраиваем 2 полоски длиной 19 см, шириной 2 см. Нам необходимо пришить полоски к коже с внутренней стороны. Ширина полоски зависит от ободка. У меня ободок узкий, поэтому 2 см будет достаточно. Когда дошли до конца, подгибаем кожу и прошиваем. Лишнюю ткань необходимо срезать. Также сшиваем вторую полоску. Ткань при этом не подгибаем. Делаем 2 небольших надреза. Соединяем 2 выкройки лицевой стороной. С одной стороны также подгибаем кожу на припуск и прошиваем. Оставляем отверстие, чтобы вывернуть ткань. С помощью ножниц выворачиваем. Вот такая заготовочка у нас получается. Далее завязываем узел, чтобы он располагался посередине.
Продеваем ободок. Выходим в отверстие, продеваем под узлом и опять вставляем ободок уже во второе отверстие. Расправляем кожу. Потайным швом зашиваем отверстие. Более подробно потайной шов я описывала в мастер-классе про бархатный ободок. Ссылку вы видите на экране. Вот такой стильный ободочек получился. Как всегда, спасибо за пальчик вверх. Пока-пока!